всем привет! Это ваша полюбившаяся рубрика «Переделка от Маргун». Знаете, бывают разные ювелиры, я разных вещей насмотрелся, но есть такие ювелиры, которые, я даже не знаю, почему они так делают. Вы знаете, вот, есть вещи, которые делали криво, да, потому что по-другому не умеют. А эту цепочку, почему так сделали, для меня до сих пор остается загадка. Итак, смотрим. Та-дам! И многие спросят, а что с ней не так? Да, по сути дела, все так. Но только ювелир делал цепочку. И вместо того, чтобы запилить грани, сделать их там, как любит народ говорить, алмазную, просто превратить в такую красивую цепочку, он просто поставил окончание, поставил замок, колечко и хорош. И все, скорее всего, потому, что просто в какой-то момент человек делал цепочку, понял, что он не попадает в вес, например, договорился с человеком 60 сантиметров, 50 грамм. Не попадает в вес, вместо того, чтобы переплавить, заново сделать и запилить все по-человечески, он оставил вот так вот. И, видать, у клиента было хорошее настроение, что он принял эту работу и носил до какого-то момента. Потом он увидел на моих страничках или на моем инстаграме, как правильно должна выглядеть якорная цепочка. Это же все просто от незнания получается. Человек сказал, обратились к ювелиру, он авторитетно заявляет, так должен выглядеть якорь. Все, человек верит, все хорошо. Ладно бы он еще не запилил бы. Поставил бэушный замок. Я тоже такими штуками грешил. Я тоже ставил бэушные замки. Но, понимаете, бэушный замок, вы хотя бы просто возьмите и подпаяйте. Приведите его в человеческий вид. Просто полностью разберите. Где надо, где уже перетирается, подпаяйте. А тут он просто полностью перетертый. Еще поставили штифт. Они вообще самозажимные такие замочки, то есть на щелчок вставляется язычок. А здесь поставили штифт и все, готово. Через какой-то момент человек просто тупо потерял бы цепочку. И негатив был на кого? Естественно, на ювелира. Итак, задача. Задача удлинить эту цепочку на 5 сантиметров и запилить, превратить, чтобы это было человеческое изделие. На самом деле, неплохо она сделана. Просто ее нужно доделать. Ее попросили доделать. Обычно я не берусь так делать. Уж человек попросил, говорит, давай еще проект. Итак, я доделаю вот эту цепочку и сделаю из нее шедевр. Погнали. Итак, с чего я начну? Естественно, я, конечно же, разберу эту цепочку, сниму эти концевики, сниму замок и так далее, и оставлю только полотно. Далее, я возьму, замерю диаметр проволоки и из серебра вытащу такой же диаметр. И подберу ригель, чтобы в дальнейшем, когда я сделаю золотые колечки, поставлю, протяну, выровняю всю цепочку, они абсолютно не отличались. А после я запилю ее. Итак, работаем пока с серебром. Померил диаметр проволоки 1,6. Слава, естественно, по-братски мне вытянул вот проволочку, кусочек. Мне этого вот так с головой достаточно для того, чтобы понять. И я сейчас мотаю на ригель 3,4 и, скорее всего, прям с первого раза попаду
в этот размер. Кстати, напишите в комментариях, вот на паузу поставьте, попаду с первого раза в расчет или нет. Это просто вот наше предположение. То есть вся мастерская подошла, все поумничали и вот приняли решение, что будет это ригель А3-4. Ваше мнение в комментариях, а я работаю. Я сейчас сделаю несколько звеньев, буквально там 3-4. Мне этого вполне достаточно, чтобы понять, вообще попали в размер, не попали. Вот так достаточно. А сейчас я потом сниму, распилю и буду играть ригелем. Если больше надо, ну то есть менее плотную, я побольше ригель возьму. И таким образом мы подберем все-таки нужный размер. А пока ригель я возьму с собой. В общем, смотрите, расчет подошел, все в порядке. Теперь я заготавливаю золото, доплетаю цепочку. Ее немножко нужно еще выровнять. Я вот сейчас посмотрел, у нее есть небольшой винт. Вот он, свиз, полоборота есть винт. В общем, доплетаю и покажу дальше весь процесс.
Смотрите, я собрал вот 15 звеньев. Примерно это так выглядит. Вот они круглые, эти уже протянутые. И тянуть я буду в сторону, вот эту часть буду тянуть. А это будет просто проскакивать потихонечку. Мы выровняем и сделаем единое целое. Сложность заключается в том, что цепь уже протянута. Ее протягивали, скорее всего, через вальцы. И тут любое неосторожное движение лишний раз протянул, и она становится такой офигенной, аккуратной палочкой. Потому что там уже вот на пределе все. Поэтому аккуратненько, тихонечко, не спеша, начинаю протягивать шаг за шагом, и все будет хорошо. Вот смотрите, все четко. Отличие вот этого от этого заключается только в одном. Матовая, потому что не полировалась ничего, только просто делаю. И вот эта цепочки, ее полировали, она просто отожженная, такой у нее немножко небольшой налет. А так все, никаких отличий, все четенько. Попал прям с первого раза. Как говорится, профессионализм не пропьешь. Итак, сейчас я еще чуть-чуть потяну и запиливать. И будет четкая, красивая якорная цепочка. Она, к сожалению, не может выровняться, то есть все равно у нее винт есть полоборота. Ну вот не могу я его убрать. То есть вот кусочек прям идеально ровный. Идет, 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 идет. И пошел маленький вот к низу небольшой винт. Вот прям небольшой. Конечно, это не критично, но, знаете, все равно неприятно. Хочу вот прям вот, все, чтобы идеально было, так как не я делал. Сорян. И клиент был предупрежден, и, это доделка. Кстати, больше не надо, пожалуйста, ребята, очень прошу, допили, дополируй, дошлифуй. Вот кто делал, пускай тут допиливает, дошлифовывает, дополировывает. Все. Вот теперь все зашибись. Вот хрен отличишь. Вот я сейчас запилю всю цепь, отполирую, и непонятно будет, с какой стороны было у нас соплетение. В общем, вот так. Такой идеальный размер на самом деле. Где-то получится 50 грамм, 65 сантиметров. Класс. Итак, смотрите, я все запилил, четкие грани, все как надо, как делается классическая якорная цепочка. Теперь цепочка похожа на нормальную цепочку. Дальше нам осталось что? Нам осталось поставить концевики, поставить замок, отполировать. Все, цепочка готова. Неужели это было сложно предыдущему ювелиру сделать? Я честно, я клянусь, даже не понимаю. В жизни так бывает, что бывает. Итак, я сейчас на 5 минут, на 10 минут кидаю в иголки, чтобы она обработалась, полировалась внутри. А пока займусь ушками.
И вот сделали такие концевики, сделали толстые концевики. Потому что предыдущий было, по моим ощущениям, где-нибудь 0,7 прокат, 0,6. Этот мы сейчас сделали 0,9 прокат. Сейчас обработаем, поставим на нашу цепочку. И будет все супер. Погнали. Подошла к концу переделка, получилась вот такая вот граненая цепочка длиной 65 сантиметров, как впрочем просили. Изначально она была 60, не запиленная. К сожалению, нет возможности показать вам вот было-стало, потому что я доделал именно эту цепочку, удлинил 5 сантиметров и подобрал ригель, запилил. И вот такая вот получилась красота. Я уверен, что клиент останется довольным. Ну, и эта переделка относительно других пройдет легко. Потому что предыдущие переделки, например, московский бит, человек пришел, посмотрел и сказал: я заберу свою старую цепочку, и забрал свою старую кривую цепочку. Я, конечно же, продал московский бит, потому что люди, которые видели, ну, изготовление изначально там, да, им очень понравилось, и очень много было запросов на вот этот московский бит с вытянутым звеном. Но это не самый странный случай. Самый странный случай — это переделка серебряной цепочки и браслета. Вы даже не поверите, клиент до сих пор не может у меня ее забрать. Вот они лежат. Вот. Цепочка. Цепочка, там браслет, крест. Все рассказывают какие-то интересные свои истории, что там. Ну и ладно, не суть. Поэтому я даже не знаю, стоит ли продолжать эту рубрику «Переделка от Маргун». Напишите ваше мнение в комментариях. Потому что на самом деле, если еще с этой цепочкой начнутся какие-то проблемы, то я ее точно закрою, больше продолжать не буду. А так, ваше мнение в комментариях. Может быть, просто те люди, которые получают свои кривые украшения, недостойны этого. Ну, в общем, ваше мнение там напишите. Ну, не важно, там, все равно я старался, я делал от души, все было четенько, ровненько, и по большому счету вы же сами все видели. На сим прощаюсь, ставьте лайки, подпишитесь там на канал, колокольчики, там, ну, в общем, все знаете, умнички. Вот. Ну, естественно, коронная фраза: будьте чуточку добрее, особенно господа ювелиры. Ну, на этом все. С вами Маргун Ювелир. Пока.